25 марта 2025 года может войти в историю датой, которую в будущем назовут либо первым шагом к миру, либо очередной дипломатической иллюзией. После изнурительных переговоров с Саудовской Аравией при активнейшем участии Соединенных Штатов Россия и Украина объявили о частичном перемирии. Я бы даже сказал об очень частичном перемирии. Однако за внешне обнадеживающими формулировками скрывается масса нерешенных вопросов, а также тех самых путинских нюансов, которые могут свести на нет все достигнутые договоренности. О чем удалось договориться, что за подвох кроется в путанице очередных деталей, давайте разбираться. Основным результатом переговоров стало официальное объявление о временном прекращении атак на энергетическую инфраструктуру, а также заявление о перемирии в Черном море. Эти меры, если они действительно будут соблюдаться, могут стать важнейшим сигналом готовности сторон снизить накал конфликта и двигаться в сторону мира. Для Украины, чья энергосистема за годы этого месяца подверглась массированным ударам, и мораторий на удары однозначно критически важен. Это должно дать стране возможность восстановить поврежденные объекты, а также лучше защитить то, что осталось. Что касается Черного моря, то здесь перемирие призвано обезопасить торговые пути, жизненно необходимые как для Киева, так и для Москвы, а также для третьих стран, зависящих от поставок зерна и других товаров. Уже в первые минуты после объявления договоренности стало ясно, что каждая сторона понимает их по-своему. Причем со стороны РФ нет вообще никакой доброй воли, даже и близко. Ведь мы привыкли, что они же добряки и всегда используют добрую волю. А президент Украины уже обвиняет Москву во лжи и срыве договоренностей. І ми дійсно довго очікували. Я знаю, що русські знов не дотримуються, але це розмова американської сторони і руської. Не буду оглашать весь список, а пройдусь по ключевым моментам. Россия, например, утверждает, что мораторий на удары по энергетике действует уже с 18 марта, то есть со дня телефонного разговора Трампа и Путина. Вдумайтесь в это. При этом российская сторона обвиняет Украину в продолжении атак на свои энергообъекты, что по ее логике ставит под сомнение саму возможность этого формата перемирия. Официально Киев же наставит на том, что договоренности вступили в силу только 25 марта, и любые инциденты до этой даты не могут считаться нарушениями. Это же более чем логично. Еще сложнее ситуация с Черным морем. Москва выдвигает целый ряд условий, без выполнения которых перемирие, по ее мнению, просто невозможно. В частности, речь идет о снятии санкций с нескольких российских банков, участвующих в морской торговле, и также их возвращении в систему SWIFT, а также о праве досматривать все суда для предотвращения поставок оружия Украине. Украина со своей стороны требует ограничить присутствие российского флота в западной части Черного моря, обеспечить свободу судоходства для всех торговых кораблей. В итоге пресс-релизы всех трех сторон, мягко говоря, отличаются. Очень мягко говоря. Пожалуй, один из самых неочевидных моментов — это механизмы контроля. Пока что со стороны договорились лишь о том, что мониторинг возложен на США и, возможно, некие третьи страны. Так и именно так выразился президент Зеленский, но без конкретики. И здесь сходу возникает вполне логичный вопрос. Как именно будет осуществляться этот контроль? Будут ли созданы специальные наблюдательные миссии, мониторинговые группы? Как со стороны будут реагировать на возможные нарушения? Обсуждается ли механизм коммуникации в случае таких инцидентов? Или все договоренности тут же автоматически срываются? Пока что ответов на эти вопросы нет. Без них любые соглашения остаются не более чем декларация о намерениях. Да и то, как мы видим, намерения той же России с учетом всего перечня условий довольно немирные. Скептики и злые языки уже говорят, что объявленное частичное перемирие в лучшем случае это временная тактическая пауза, а не путь к миру. Оптимисты же надеются, что даже частичное прекращение огня может стать первым шагом к более масштабным договоренностям. Я отношу себя ко вторым. Это если эмоционально и по-человечески, но как аналитика, то пока, к сожалению, остаемся на
первых позициях. Пока что у частичного перемирия настолько много «если», много количества нюансов и условий, что если оно и заработает, то это будет настоящее чудо. Или мощнейшее давление и неусыпный контроль Соединенных Штатов, что уже, в принципе, ближе к реальности. Ближайшие дни и недели покажут, насколько серьезны намерения сторон. Если перемирие продержится, механизмы контроля заработают, это может действительно стать переломным моментом. Если же каждая из сторон начнет обвинять другую в нарушениях и все сорвется, толком не начавшись, то нынешние договоренности рискуют стать лишь очередным эпизодом большой политической игры. Глобального мира лично я не вижу в ближайшие несколько десятилетий. РФ желает ликвидировать Украину. Украина принципиально и фундаментально против РФ, и эти два государства вряд ли уживутся друг возле друга. Да и какое бы государство на месте Украины ужилось бы с РФ, если РФ при этом говорит, что ты будешь мне подчиняться, или я к тебе приду с своими солдатиками, тогда ты точно будешь подо мной. РФ фундаментально настроена на Мочилово, причем если более четко, то само существование РФ это сплошное Мочилово. Мочилово с кем-то. Если кто-то сомневается, то открывайте историю и читайте. Более того, закулисным силам вообще не выгоден мир на данном участке суши планеты. Перемирие однозначно стоит ожидать. Вопрос только когда. А вот мира однозначно не будет в ближайшие десятилетия. Мировые аналитики однозначно понимают, что выдохлась не только жертва этой схемы, то есть Украины, но и цепной пес в лице РФ. И поэтому перемирию быть. Вопрос только когда.